Приветствую тебя на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. Ну, раз тема зашла про игровые ноутбуки, и вы достаточно положительно к этому всему относитесь, а именно к игровым ноутам, я для вас нашел игровой ноутбук. Ну, игровой он как бы в кавычках, Asus TUF Gaming 504 GD. Погнали! Итак, что же у нас представляет внешний вид этого Asus? Ну, как вы видите, дизайн на верхней крышке такой прям, ну, игровой, можно сказать. Вырезы прям красненько. В задней части мы видим, что отсюда воздух уходит, отсюда тоже горячий воздух уходит. С нижней стороны отверстий крайне мало для забора воздуха, исключительно. С нижней стороны мы видим якобы большую решетку для забора воздуха, на самом деле это далеко не так. Вот здесь маленький треугольник, здесь несколько прорезей, здесь несколько прорезей и здесь. Что, в принципе, недостаточно для охлаждения этого ноутбука. Если у вас есть дремель или гравий там с пилочкой, рекомендую пропилить отверстия везде, дабы он нормально мог брать воздух. Ему его просто-напросто не хватает. С этой стороны мы видим разъем для наушников, 2 USB 3.0, 3.1, по-моему, даже ген, и USB 2.0, HDMI, сеть, питание. С другой стороны мы видим только замок, ну и с передней части, в принципе, ничего такого не наблюдаю. Если же этот ноутбук открыть, мы видим следующую картину. Выглядит он, в принципе, как игровой. Даже есть камера, но вот шторки на камеры нет. За вами будет подсматривать ЦРУ. Ну или какие-нибудь другие структуры. Клавиши WASD намекают на то, что это ноутбук для киберспортивных дисциплин. Но это мы с вами в скором времени проверим. Подсветка клавиш горит красным. Ну а теперь перейдем к техническим характеристикам, тестам хардверным, а также к игровым тестам. В конце видео будет мое заключение, какие недостатки я у этого ноута увидел, и что в нем хорошего, и что не очень. Итак, начнем с технических характеристик. Как мы видим, это Intel Core i5-8300H на кофелейке. Максимальное энергопотребление 45 Вт, сокет 1440. Техпроцесс 14, кэш третьего уровня 8 мегабайт, материнская плата Asus FX 504 GD, PCI Express 3.0, оперативной памяти здесь используется 6 гигабайт DDR4, что самое интересное, плашки разные, 4 и 2 гигабайта. Первая плашка у нас 2666, это Hionix на 4 гигабайта, вторая же плашка у нас DDR4 2400 на Samsung. Почему они так сделали с завода, вообще непонятно. Две видеокарты, одна у нас UHD Graphics Intel 630, но о ней рассказывать совсем неинтересно, и GeForce GTX 1050, версия не Ti, а обычная, то есть она на 2 гигабайта GDDR5. Производительности процессора, как вы видим, в многопотоке 1892, в однопотоке 452. Тест кэши и памяти AIDA 64, как мы видим, у нас 18 тысяч на чтение, на запись 18 тысяч. Результат тестирования в мультипотоке, он набрал 10 место, 4593 балла, температура у нас 58 градусов, максимальная была 60 градусов, иногда поднималась до 62, тест уже длится 7 минут, и в принципе смысла дальше его гонять абсолютно никакого нет. Как бы в плане охлаждения видеочипа здесь все хорошо. Ну а теперь давайте перейдем к игровому тесту. Assassin's Creed Syndicate. Настройки графики, как мы видим, все на минималках. Видеопамяти здесь не хватает 2 гигов, а хорошему надо гигабайта 4. Ну 50-60 кадров есть, фреймрейт вроде особо не прыгает, процессор нагружен до, ну и раз, ну что-то плавает все это дело до 100%, видеокарта грузится почти в сотку, 88 градусов видеокарта и процессор там 87 градусов. Итак, Fortnite, настройки графики Full HD, лимит кадров без ограничений и все среднее.
Давайте посмотрим, как оно будет. Ну что мы видим? Занято 5,7 гигабайта оперативной памяти. Оперативки не хватает вообще никак просто. Процессор 80-90 градусов фигачит. Фреймтайм вроде нормальный, но вот тормаживание из-за нехватки оперативной памяти. GTA 5 Full HD. Настройки все стандарт, либо все низко, либо все выключено. Ну, как вы видите, тут боль-печаль. Смысла дальше продолжать все это дело я не вижу абсолютно никакого. Итак, друзья, пришло время подвести итоги по поводу этого ноутбука от Asus TUF Gaming. Собственно, давайте начнем. Плюсы: подсветка клавиатуры, очень хороший звук из динамиков. Он достаточно объемный, ну, конечно, низких частот маловато, но в целом достаточно чисто и объемно играет. Очень хорошая система охлаждения. Вентиляторы там не долбятся в сотку и прочее. Производительный процессор i5, как вы видели уже в тестах, да, и в игрушках, в принципе, все потянет. Давайте лучше перейдем к минусу. Что мне не понравилось в нем? Это то, что первое. Этот ноутбук сейчас на Авито бэушный. Первый ценник, который я сегодня увидел, а сегодня у нас 2 марта 2022 года, это цена. Они начинаются от 42 тысяч рублей. Ну да, у нас ситуация некоторая произошла в стране, поэтому цены очень сильно взлетели, и этот бук стоит 42 тысячи. Покупать его за эти деньги или не покупать, конечно же, решаете вы. Но я считаю, что за эти деньги ноутбук требует обязательных доработок. Каких именно? Первое, что вам нужно будет сразу с ним сделать, это вытащить 2-гигабайтную планку оперативной памяти и тыкнуть туда 8. Или хотя бы 4 со схожей частотой 2666 МГц. Второе, что вам нужно обязательно, вот прям, это даже не второе, это скорее даже первое, что вам нужно сделать, это вот этот жесткий диск на терабайт. Именно вот повторюсь, там стоит не SSD, там стоит именно HDD, Hard Disk Drive на 1 терабайт. Его просто надо сразу же вытащить. И не знаю, использовать его либо как второй, либо лучше его не использовать. Потому что во всех играх он будет камнем преткновения. Я не говорю о том, что там 6 гигов оперативки, это мало, да, в наше время. Пускай будет 6 гигов, черт с ними. Но SSD-ха туда просится. Потому что тот же Fortnite показывал вариант, ну, на средней графике порядка там от 80 до 100 кадров в секунду. Но фризил он просто жесть. Я все никак не мог понять, из-за чего же он фризит. Оказывается, из-за жесткого диска, который просто не успевал прогружать и давать информацию. И так абсолютно во всех играх невозможно играть. Не, ну если вы что-нибудь там допотопное будете запускать, типа Сталкера первого, то там, наверное, да, будет он нормально. В относительно свежие проекты, там, начиная там 2018, 2019, 2020 год, жесткий диск это вообще не вариант. Он и в работе вам будет мешать, так как загружается все очень долго. При том, что я ставил систему Windows 11 Lite, которая, причем еще корпоративную версию, то есть там она урезанная по максимуму на быстродействие. Это, к сожалению, не спасло. Почему к этому процессору i5 поставили урезок 1050, я не знаю, почему не T-версию на 4 гигабайта. Если бы туда установили T-версию на 4 гига, плюс сразу с завода поставили хотя бы 8 гигов оперативки и туда воткнули бы SSD на 256 гигов, это уже можно было бы назвать игровым ноутбуком. Почему производитель сделал именно так, как он сделал в 2018 году, вообще непонятно. И при этом еще установил две разных плашки оперативной памяти, одна Hynix, другая Samsung с разными частотами, урезал функционал. Еще, кстати, очень важный момент по поводу этого ноутбука. Порывшись на всяких заграничных форумах, так как на наших я про него особо много информации не нашел, стоковым BIOS работает на частоте 2,3
МГц. Частоты не поднимаются, турбобуст не работает, он лоченный. Поэтому обязательно надо прошиться на самую последнюю версию BIOS, это 320, и он уже у вас будет буститься до 4000 МГц. Это очень важно, потому что до перепрошивки BIOS он показывал крайне хреновые результаты. После приблизился, ну, по крайней мере, в тестах уже с i7 11 поколения вы видели Cinebench R23. Результат, он уже максимально к таким притоповым камням бучным. То есть вычислительной мощности этого четырехъядерного 8-поточного бучного камня вполне достаточно, чтобы тянуть какие-то нормальные проекты, чтобы можно было работать там в том же фотошопе, рендерить видео и прочее. Этого камня достаточно. И он, что самое интересное, особо не греется. Наверное, мне больше на данный момент про этот ноутбук добавить нечего. Если у меня еще придут какие-то интересные мысли, я обязательно допишу в комментарии к этому ролику. Не забывайте подписываться в Instagram, Twitch. Также у меня появился канал на Рутуб. Ну, на тот случай, если ютубчик в нашей стране перестанет работать, буду туда дублировать ролики тоже. Все ссылочки есть в описании. Кто досмотрел до конца, молодец, респект, уважуха тебе. Вот, если у вас есть какие-то вопросы по этому ноутбуку, по его настройке, оптимизации, пишите в комментарии или задавайте вопросы, если вы столкнулись с какой-то проблемой. Чем смогу, помогу. С вами был Евгений, канал Твой Конфиг. Всем пока.